Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали? Сегодня к нам вернулась клиентка с пупырчатым дизайном. Во время носки дизайн немножечко подзатерся. Цветочки, которые цеплялись, клиентка скушала, поэтому мы сделали вывод, что этому клиенту объемные вещи, во всяком случае во время ношения колготных изделий, делать ни в коем случае нельзя, они ее бесят. Поэтому сегодня будем делать что-то очень плоскенькое, при этом эта клиентка у меня уже на протяжении нескольких лет на Новый год делала всякие разные красные дизайны. В этом году я тоже ожидала чего-то красненького, но как вы увидите в конце, мои ожидания не совсем оправдались. Кстати, на прошлый Новый год именно этой девочке мы рисовали лисичку с лисенком. Безумно красивый мастер-класс был, есть на канале. И я у себя в инстаграме выставляла мини-мастер-класс на него не так давно, если интересно, поищите. Мы же тем временем быстренько выполняем моделирование. У нас в данном случае очень сильно вниз растущие ногти, поэтому нам необходимо их поднимать каждый раз и очень высоко, потому что очень сильно они клюют вниз. Работать сегодня будем гелем средней вязкости, и как вы видите, его можно выложить в технике без опила. Но я люблю пилить, поэтому пилю в любом случае и не заморачиваюсь на этапе выкладки. И поскольку этот дизайн у нас был сделан в преддверии Нового года, у нас новогодние ногти, я задержалась, конечно же, с монтажом этого дизайна, но тем не менее, новогодние ногти должны у нас блистать. У меня есть в закромах вот такой вот гель с блестками. Блестки довольно крупные, очень интересные, очень красивые. Единственная заморочка их выложить на ноготке, чтобы они легли равномерно плотным слоем. Это довольно-таки затратное по времени безобразие, потому что каждую блесточку нужно разложить. Но этот гель настолько замечательно выглядит на руках, что у меня потом будет целая серия дизайнов с этим гелем. Поэтому этот гель мы будем использовать не последний раз на руках моих клиентов. На самом деле, по большому секрету, рассказываю вам, что этот гель вы можете сделать сами. Каким образом? Возьмите базу или возьмите финиш, смешайте его с крупными блестками, и у вас получится гель с блестками. Соседние пальчики решено было выкрасить вот в такой темно-серый оттенок. У нас цвет мышки, мышка серые цвета у нас любит, поэтому мы использовали именно этот цвет. Пальчик же под саму мышку мы выкрасили светло-серым оттенком, для того, чтобы мышка потом на нем ярче читалась. Да-да, сегодня мы будем рисовать мышку в норке. Очень интересная мышечка у нас получится, довольно-таки простая, очень легко рисуется. Ну и на самом деле мышиная тема – это тема следующего года, то есть уже не следующего, уже этого, 2020. Поэтому в любой момент года мы будем рисовать мышек.
Я думаю, мышиная история в дизайне маникюра у нас продлится весь год, потому что персонаж действительно очень интересный. Очень много симпатичных мышек есть на картинках, которые прям просятся в дизайн ногтей. Конкретно эту мышку мне принесла клиентка и попросила ей нарисовать. Эта мышка выполнена была, по-моему, на типсах. Кем из мастеров, к сожалению, я не вспомню. Я ее увидела на экране, в принципе, даже не смотрела, чья была работа. Увидела на экране, сказала, да, хорошо, нарисуем, и больше я в картинку не смотрела. Поэтому где-то что-то от этой мышки здесь мое, где-то что-то я подглядела с экрана телефона. Как обычно, начинаем с подмалевкой. Рисуем норку мышиную, рисуем мышиную голову с ушками, потом все это затеняем, высветляем, прорисовываем тонкими линиями, и наша мышка готова.
Пальчики же с блестками мы решили добавить вензелями для того, чтобы сделать более нежный, какой-то интересный дизайн и в то же время, чтобы немножечко вытянуть ноготочек в длину. Ну и, собственно говоря, вензеля никогда ни в каком дизайне не бывают лишними. Это мое утверждение, вы можете с ним не согласиться, но я считаю, что никакой дизайн вензелями испортить просто невозможно. Да и, собственно говоря, много вензелей тоже для меня не бывает. Поэтому берем и рисуем вот такую вот потрясающую, интересную вертикальную композицию из вензельных элементов. Пересекаем их между собой, заплетаем, и у нас получается очень интересный нежный узор. Итак, вот такие вот мышиные истории у нас сегодня с вами получились. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Обязательно нарисуйте такого мышонка, он безумно простой. Мы же с вами увидимся в новом уроке. Всем до новых встреч, пока!